Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Вы на канале Иная Реальность, и с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А я желаю нам всем мира, гармонии и любви. Дорогие друзья, наш эфир сегодня посвящен той ситуации, в которой мы сейчас живем, находимся, и мы все прекрасно понимаем, о чем это все. Но слова определенные в эфире называть нельзя, поэтому слово из 5 букв на «В» начинается, на «А» заканчивается. Я буду заменять словом «стресс». Если вам понятно, о чем я говорю, поставьте 3 плюсика в чате. А я приветствую вас, мои дорогие родственные души. Сегодня мы, как обычно, работаем в РД-потоке. Приветствую Инна, Анна, Юлия, Екатерина. Рада всем, кто смотрит меня в живом эфире и в записи. Чувствую ваши сердца, бьющиеся в унисон с моим. Ну что, возьмемся за руки, друзья, и считаем информацию. Составлены вопросы не мной, составлены вопросы группой РД. Наша группа практиков сегодня составила вопросы для этого эфира по теме стресс, который мы сейчас проходим. И, в принципе, первый вопрос мы посмотрим в глубину вообще в тему стресса. Еще раз подчеркну, что я заменяю это слово, которое сейчас произносить нельзя, на слово стресс. Итак, я настраиваюсь на эту энергетику. И мы смотрим суть вопроса. Что это за явление, что это за процесс, с которым мы сейчас столкнулись. Крайнее проявление агрессии, крайнее проявление какого-то негатива, да? И мы с вами смотрим, что это. Базовая энергетика. Здесь вот ощущение накопленного опыта, во-первых, предыдущих каких-то ритмов, циклов, многократно повторяющийся опыт, который необходимо, знаете, вот похоже на что? На уборку в квартире, или даже лучше, вот, допустим, вы решили разобрать свои вещи, или даже лучше документы по энергетике ближе. И вам нужно все по полочкам и по стопочкам разложить. Упорядочивание такое происходит. Причем интересно, что на всех уровнях у вас появляется... Вот у меня прямо ощущение каталогов и прям вот библиотеки, каталоги, полочки, ниши, отделения, как хотите назовите. Я вижу ящички некоторые. Как будто бы приходит момент X, и когда нужно что-то оставить, что-то убрать, что-то просто переместить, что-то поменять местами. Если вам понятно, о чем я говорю, поставьте плюсики или минусы в чат, чтобы я видела, что вы уже настроились на поток, на меня. Вот у меня ощущение захламленного помещения, либо перепутанных вещей, которые нужно разложить, распределить,
что-то выбросить, что-то оставить, что-то поменять местами. Может быть, такой образ немножко у вас не укладывается в голове, как это сочетается, да, с вот тем, что у нас происходит, но сейчас поймем. Процесс упорядочивания и систематизации. Вот продолжают мне показывать образ уборки, между прочим, причем усугубляют его, я бы так сказала, высшие силы. А знаете, вот когда вы что-нибудь убираете, вещи перекладываете, переставляете, и вдруг что-то находите, то, что думали, что уже давно потеряли. Вот такой смешной образ. Представляете? То есть вы вот в этом процессе систематизации и раздумий вдруг находите что-то очень важное для себя. Давайте попробуем абстрагироваться эмоционально, а взглянуть на ситуацию максимально утилитарно. Наверное, специально нам дают такой вот образ, чтобы мы перешли к бытовухе для того, чтобы уйти от эмоций. Я так думаю, нам дают высшие силы такой образ. Кроме того, смотрят женщины в основном, наверное, хотя я надеюсь, что мужчины тоже есть у нас. Ну, мужчины, представьте, что вы в своем гараже все-таки решили навести порядок. Да. 11 аркан сила, знаете, он сейчас звучит здесь очень интересно. Он звучит как раз как накопленный опыт каких-то вот продуктивных, там, ресурсных воплощений, где мы брали на себя ответственность. Проявляли волю и характер. Здесь вот не имеет значения правильные, там, неправильные какие-то решения. Все кризисы, все, которые шли по 11 аркану сила, это волевые ответственные решения в переломные моменты жизни. Ну вот любой поворотный момент. От самых таких простых, куда идти учиться, жениться или не жениться, до таких вот более, конечно, сложных, там, где, может быть, нужна отвага, смелость, ответственность. Да, колесо фортуны. Видите, что нам показывают? Волевые усилия в период глобальных перемен. У нас накоплено такого опыта очень много. Ну, там у кого больше, у кого меньше. А если мы берем в глобальных масштабах, у нас опыт есть. У нас есть опыт переживать кризисы, перемены, нестабильные ситуации. Вот здесь про что-то вот про продуктивный опыт интересно. Он как будто бы, знаете, этот опыт у нас востребован только вот в определенных ситуациях. Но он нам совершенно необходим для перехода на новый уровень. Ну, давайте так, опять про квартирку показывают. Представьте, что вы хотите
поменять квартиру, улучшить свои жилищные условия. И чтобы продать эту квартиру, вы наводите в ней порядок, делаете ремонт, да, даже, может быть. Вещи все систематизируете, в коробочки все укладываете на всякий случай. Что-то оставляете, что-то убираете, что-то людям раздаете. В общем, готовитесь к переезду. Вот здесь вот идет вот такая вот история. Нам пора покидать эту квартирку. И это обязательно про взаимодействие. Это не индивидуальный опыт, еще раз хочу подчеркнуть. Весь опыт, связанный с какими-то вопросами взаимодействия с другими людьми. Коллективный опыт какой-то. То есть такая мощная проверка на прочность, знаете, умение держать слово, быть другом, нести ответственность, подставить плечо. Здесь вот все про это. И влюбленные, да. Влюбленный, как ни трактуй, глубинный, очень глубокий аркан. Он у меня раскрыт, и даже не один раз. Раскрываются потенциалы, проверяются на прочность отношений, раскрываются сердечные врата, раскрывается, обобщается, объединяется, переходит на новый уровень. Но самое главное, что я вижу, что это как вот, если абстрагироваться, да, от эмоций, то это необходимый процесс перед переходом на новый уровень. Мы будем еще задавать вопросы. Тотем этого явления. На В начинается, на А заканчивается. 5 букв. Напоминаю, кто не сразу подключился. Попробуем тотем считать, посмотрим, насколько здесь энергия через тотем пойдет. Тем более, что здесь много таких животных. Нам сразу дали аркан силы. Это аркан животной программы. И, кстати, аркан влюбленный – это тоже вот про первый, второй энергоцентр. Здесь очень много эмоциональности. Здесь надо вот что-то чистить, подбирать какие-то хвосты. Прямо ощущение каких-то хвостов. Уборочка. Причем вот по нижним центрам. По нижним. Кстати, обостряться могут заболевания, я смотрю, именно связанные с гинекологией и силой, сексуальностью. Ну да, дракон воды. Что и требовалось доказать. Недаром это слово женского пола. Обратите внимание, как интересно. Здесь работа идет с эмоциями. Эмоции, связанные вот с переходом на новый уровень, чистка здесь и уборка. Я думаю, что сейчас, когда вы видите сами, что здесь очень много необходимого и полезного для нас, и мы ресурс можем взять, да, из этого состояния. Легче, проще. И уроки свои возьмем, да. Дар сладкая жизнь, дар учеба. Ловушка искажает прошлое. И ловушка расслабления. Информация идет такая.
нересурсные какие-то моменты нужно переосмыслить, да, и видите, здесь идет искажать прошлое, расслабление, то есть здесь явно эмоциональные какие-то есть состояния разрушительного характера. Их выбивает очень быстро, их выбивает, и мы получаем ценность жизни и ценность дружбы. Уходят какие-то. У нас вот нам не до того, чтобы разрушать себя какими-то, знаете, деструктивными эмоциями. Мы так подсобираемся в кучку, у нас появляется чувство локтя, плеча, ощущение радости в жизни. Ну, то есть такой refresh yourself. То есть вы возобновляете такой вот цикл хороший делаете внутренний, причем именно по эмоциям, освежаются именно эмоции. Идет мощная переоценка ценностей с точки зрения момента здесь и сейчас. Живи, пока ты жив. Вот живи, и человек начинает реально жить. Реально кайфовать, реально жить. К этому приходишь. А вот все как бы наносное, ну, мы уже многие прошли, поняли это, прошли через это. Так что здесь, друзья, работа над эмоциями, астральная чистка. Вот. И положительный весьма процесс. Давайте еще раскроем сам процесс и потом пойдем по вопросам. Вопросы у меня записаны. Я просто хотела сначала сконцентрироваться на самом явлении, скажем так. Можете пересмотреть аркан влюбленный, аркан силы. Это вам даст больше размышлений через призму того, что мы сейчас переживаем. Нулевой аркан. Пустота, хаос, потенциал. У вас в руках пустота, и вы вольны творить свою реальность. Вот понимаете, что интересно? Мне уже не раз показывают именно нулевой аркан на вот это явление, да, на вот эту вот стрессовую ситуацию. И постоянно говорят: оцените вашу свободу выбора. Вы сейчас как никогда способны изменить свою судьбу. Не работают, сейчас как будто бы отключены какие-то регламенты. Люди, понимаете, вот высшие силы как будто бы говорят: вы все время стремитесь к свободе, а когда мы вам ее даем, вы ее боитесь, да, вот. Позвольте себе воспользоваться, да, этой свободой. 21 аркан мир. Весь мир у ваших ног, насладитесь триумфом, вы заслужили его. Смотрите, нулевое, 21. То есть явление, о котором мы сейчас говорим, это прямо момент творения. То есть вы можете из потенциала чистого создать все, что угодно. 21 аркан мир, весь мир у ваших ног. Представляете? Я свободен, да, мы проходили это. Мы проходили это во вратах 13-13. Кстати, на минуточку, да, 13-й аркан смерть. Мы проходили. Ну вот, скажем так, это явление мы разобрали. Я думаю, вы его прочувствовали. И обратите внимание, как личность, да, вот роль личности в истории, какое имеет колоссальное значение, и что действительно каждый живет по своим правилам, кто-то обесценивает себя, а кто-то наоборот начинает, понимаете, тут каждый находит свое место, здесь кто-то воспользуется обязательно шансом по силе и колесу фортуны, да, кто-то обязательно найдет себя, найдет пару, найдет любовь, найдет реализацию, воспользуется этим моментом для того, чтобы стать счастливее, дорогие мои, стать счастливее. И вообще просто быть счастливым. Быть счастливым в моменте здесь и сейчас. Момент очень важный, кульминационный, запоминающийся. Он может стать центральным моментом, таким ядром
формировании личности, потому что он формирует волевую-эмоциональную сферу нашу, да, я бы даже так сказала, он формирует у нас нижние 3 центра личности. Вот это будет более важно. Как бы подводит итоги, делает там чисточку-уборочку, да, и переводит человека на раскрытие анахаты, его лучших характеристик, его лучших качеств. Вот. Поэтому 3 нижние центра, отвечающие за личность, они переходят совершенно на новый уровень. Но там по чисткам вы знаете, что когда чистки идут, дискомфортные состояния обеспечены. Вот. И никто не говорит о том, что будет легко, но нас же ведут, нам в помощь дают практики. Огромное количество медитаций уже создано за предыдущий год. Мы, конечно, не осознавали, что вот мы будем проживать именно такой стресс, такой вот будет у нас момент. Мы думали, что как-то, наверное, это будет иначе, но не прямо так, да, не хочется думать об этом. Хотя, честно говоря, где-то на подсознании мы все понимали, что это возможный вариант. Но нас высшие силы готовили. Нас все время готовили к тому, чтобы мы могли пережить достойно тот момент, в котором мы сейчас с вами находимся. Вот. Что? Вот. И сейчас у нас будет еще больше с вами подсказок. 9 вопросов. Я думаю, что я не зря уделила так много времени самому явлению, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит с точки зрения энергий, да, какой-то философии, какой-то там эзотерики. Вот, Урус уже интересно, да. Ну, тоже ведь Урус – это примерно как 11-й аркан сила. И вот что интересно, много такой вот сексуального подтекста на самом деле, да. И по влюбленным, и по силе там идет сексуальный подтекст. Вот эту трансформацию, которую мы проходили по 2-му энергоцентру, да, Верховная Жрица, там мы прорабатывали врата 02, 02, потом 2002, да? Как нас там обучали трансформировать эмоции в ресурс? Как же ж мы там работали с сексуальной энергией? Что ж нам только не объясняли и не говорили, кто же знал, что это все так быстро и так интенсивно нам пригодится. Но, друзья, практики эти все есть, я их делаю ежедневно, это работает. Кто делает, поставьте плюсик в чат. А вот он и Перт, как раз говорим, да, о Верховной Жрице, и вот она, энергетика пошла. А кому нужны эти практики, все в записи есть. Пожалуйста, обращайтесь. Это очень легко получить на руки. Показываю, рассказываю, объясняю. Кому нужна помощь, записывайтесь на консультации. И я стараюсь не отказывать никому, стараюсь, несмотря на то, что работать сейчас, ну, вы сами понимаете как, но в плане, знаете, интернет, в плане там свет, да, в плане какие-то коммуникации, но мы пока держимся, все нормально, все работает, и мы молимся, чтобы так было и дальше. Но для нас коммуникации очень-очень-очень важны, очень. Вот. Но я вас люблю и без интернета. Я вас чувствую, обожаю, люблю. Поддержите канал, пожалуйста, вашим лайком и подпиской. Вот, и если вам резонирует энергетика моя и нашей группы, то пишите мне в личку, чтобы добавиться к нам в группу практиков. Это закрытая группа, не даю я ссылок на нее.
Но, написав мне лично, вы можете присоединиться к нам свободно. Для практик, для открытия врат. Вот ближайшие врата, часы у нас будут 17 числа. Будем работать со временем. Десятка жезлов. Тоже символизирующая некий накопленный, да, такой вот опыт, который нуждается уже в трансформации. Что-то, что дальше уже как-то пора сбросить, да, вот сброс тут идет действительно, нужна разрядка. В каком-то смысле, да, разрядка по нижним центрам, это в том числе, и вот оно напоминает, как будто бы это сексуальная энергия, которая поднимается, требует выхода. Что-то требующее выхода, идущее под давлением. Там еще с такой эмоциональной подоплекой. Угу. Ловушка страдания, друзья. Ну, вот что-то вот про то, что да. Знаете эту поговорку «страданиями душа очищается, страдания быстрый путь на небо», да? Такая. Но не будем, не будем о грустном. Это, конечно, глубоко эгрегориальное убеждение. Мы знаем, откуда оно. Вот. Но просто вспомнилось, я решила озвучить, повеселить вас немножко. Приветствую вас, мои дорогие. Людмила, Ирина, Елена, Инна, Юлия, Наталья. Рада вам, мои дорогие родственные души. Так, ну практически все, не буду много брать. Возьму еще послание высших сил, достану одну карту. Так, изоляция, троечка мечей. Исцеление, да, такое идет вот сердечных ран. То есть вот что-то сродни, да, подобное исцеляется подобным. Просто, знаете, по принципу, бывает вот трудно простить человека, бывает трудно отпустить какую-то ситуацию. Но, как говорил Жванецкий, большая беда нужна, да? Вот когда большая беда приходит, как-то все легко простить, легко отпустить, это уже не важно, да, все исцеляется моментально, все лечится одним моментом. Так, вот это у нас послание высших сил. И мы начинаем. Если вы готовы, пишите «Я готов, я готова». Заземлились и полетели. Так, точку сборки повыше, сердечки открываем. Так, первый вопрос. Значит, карма трансформации через стресс. Еще раз напоминаю, слово «стресс» заменяет слово из 5 букв. На «В» начинается, на «А» заканчивается. Карма трансформации через стресс. То есть что имеется в виду? Что надо было такое поднакопить, чтобы оно вот дошло до такой вот, скажем, да, степени? Ой, 5 жезлов. Дар единения и целостность. Тут очень просто. Знаете, кармические партнеры любого уровня, мы понимаем, что это могут быть на уровне партнерских отношений, это могут быть внутрисемейные отношения, какие-то крупные коллективы, и в том числе государственные.
моменты, межгосударственная какая-то история. То есть вы можете модель эту как увеличивать, да, гипертрофировать ее, так и умалять, как хотите. Вы уже умные, вы поймете. Вот это вот карма, значит, где, значит, кармические партнеры, у которых, ну вот их цель, их задача обязательно найти взаимопонимание, обязательно найти контакт, ну, ради там, допустим, эволюции, да, потом совместной, допустим, эволюции. Все ж не так вот, ларчик не так уж просто открывался. Они много допускали всевозможных обид, агрессий, там не было взаимопонимания и тому подобные вещи. А договор у них есть, что вот они должны любить друг друга. Вот понимаете? И вот именно те партнеры, которые во что бы то ни стало, они должны все-таки проиграть вот этот хэппи-энд, их вот этот договор не отпускает. И они постоянно из жизни в жизнь проигрывают, пытаются как бы найти консенсус. Но не всегда получается, и чаще всего возникает все-таки трение и конфликт. Вот мне показывают, знаете, даже вот если сделать модель парочки, да, это вот такие вот качели, это вот такие вот циклы. То есть период, когда люди любят друг друга, строят семью, это самое, все, хэппи-энд, все прекрасно. А потом маятник качнулся в другую сторону, да, и все. И другая фаза, разрыв, свобода, независимость. Потом опять, понимаете? И это вот циклично. Это все для отработки вот этих партнерских взаимоотношений. Партнеры меняются местами, мы знаем, в кармических отношениях. Провокатором может быть любой из партнеров. Вот. Но их задача любить друг друга. Так или иначе, фаза любви сменяется фазой агрессии. И и все. И тут еще и накапливается негатив, который надо сбрасывать периодически. То есть они взаимодействуют, но их взаимодействие не идеально. Не идеально. Ну вот примените это на уровень внутрисемейных отношений, когда сначала все, медовый месяц, все прекрасно, потом какая-то кошка пробежала и как бы. То есть здесь все то же самое. Карма, просто накопившиеся отрицательные эмоции, противоречия, которые не смогли, пытались как-то договориться, но так и не договорились. Терпение, короче говоря, лопается. И последний аргумент – это уже открытая агрессия. То есть когда не работают слова, в ход идет уже что-то более существенное. Но мы должны понять простую вещь. Как бы карма – это, ну как карма? Есть причины, есть следствие. Да? Если вас кто-то обидит, осадочек остается. Я так понимаю, здесь неумение прощать, скорее всего. То есть прощать, отпускать. Здесь накапливается взаимная претензия, идет разрядка. Если модель перенести на уровень семьи, то мы прекрасно понимаем, все так и работает. То есть получается, что все-таки работа над эмоциями, да, очень важна. Умение прощать, отпускать, но это же все проще делать, когда у нас открытое сердце, когда мы полны любви, да, тогда мы легче это делаем. Когда точка сборки низкая, то, ну, мы можем сказать прости, извини, но это будет не от сердца и все-таки когда-нибудь выльется опять конфликтом. Но мы все это понимаем, мы же люди, мы проходили все это сами не один раз. Ресурс. Это мы смотрели карма, теперь у нас ресурс. Какой же плюс от вот этого, от этой всей истории, значит, трансформации через стресс?
Вот я же говорю, приходит мир, приходит стабильность, приходит, то есть любая вот эта ситуация всегда заканчивается. Заканчивается. Рыцарь чаш, примирение, ловушка самопожертвования, участие. Но смотрите, в принципе, вот мне какая идет информация? Все-таки усмирение идет какой-то вот гордыни, уважение возрастает. Приходится, знаете, вот идет какая фраза? А, Мы начинаем уважать, нам приходится, я бы так сказала, признать. Признать силу другого партнера, признать его статус. Здесь вот я ощущаю, например, умение создавать какие-то правила, структуру. Здесь вообще переформатирование, знаете, идет. И вот, кстати, здесь вот ярко показано, что партнеры меняются местами, нарабатывается противоположный опыт, то есть до поры до времени, видите, Эвос, мы должны накапливать разнообразный опыт. У меня даже дальше, вот раньше шла информация о том, что пострадавшая сторона, значит, это самое, жертва, да, и агрессор, они могут меняться местами. Это необходимо для сбалансирования опыта, для того, чтобы урегулировать. И, конечно же, естественно, вот я чувствую здесь какую-то гармонию и умиротворение, как будто кто-то выдохнул или выдохся. Но проблема в том, что есть опасность не удержаться в срединной фазе. То есть очень быстро мы пролетаем середину. То есть это не заканчивается перемирием, а это заканчивается тем, что хочется реванша. И все повторяется. Поэтому ресурс, ну, как бы идет на мгновение с точки зрения истории. Это практически мгновение, когда идет уравновешивание сил, все превращается в какую-то структуру, достигается какого-то паритетного, да, этого самого, а потом все повторяется заново. Но на какое-то время воцаряется стабильность. Вот у меня ощущение, выдохнули. Все, вот что-то вышло, ушло. Все, сил нет. Да. То есть какой-то выплеск и все. Но, видимо, другого пока у нас не придумано пока. Ну, вот такой вот ресурс — прийти к стабильности. Вы видите яркие перепады. Мы так живем, мы так живем. Дуальность, да? Хаос, стабильность. Но как-то стабильность очень, я вот ощущаю, что если брать соотношение, в стабильности мы живем гораздо меньше, чем в хаосе. В основном хаос. Мы либо подбираемся к нему, либо едва выходим из него, выкарабкиваемся. Вот что-то такое. Перемирие очень как-то точечное. А, Выбор ли это нашей души
или мы как-то вынуждены в этом участвовать. Вот был вопрос девочек, выбирали ли мы прожить такие вот интересные сценарии. Ну, тут очевидно, что да. Мы плотно в этой карме сами, причем тоже вот менялись местами. Тут тени прошлого, восьмерка мечей. У нас есть огромное количество программ, которые сейчас проявляют себя. И практически все жалуются на сложное эмоциональное состояние, на кризисы, на то, что очень сложно найти контакт с собой, со своим телом, со своими эмоциями, с близкими людьми. Тут сейчас обнажаются конфликты, причем с самыми близкими. Это видно. Какое-то идет вот такое состояние, раскол. Но одновременно мы выбрали это как трансформацию для раскрытия эмоций и через эмоции для познания себя истинных и раскрытия сердечной чакры. Но для начала надо выгрузить вот эти все страхи, блоки тут индивидуальные. Надо вести, конечно, уже разговор об индивидуальных каких-то вещах. Но в целом мы понимаем, да, о чем речь. Мы понимаем. Такой вопрос ваш. Значит, конфликты в семьях – это вот как бы отображение конфликта, да, более глобального. Ой, Верховная Жрица. Ну, конечно, единый источник, тут, как говорится, к бабке не ходи. Но что интересно, на сознание это не всегда выходит. Это очень глубоко и глубинно. И вот это противоречие, которое возникает, в принципе, оно должно проявить в нас как раз лучшие качества, как бы раскрывает суть. Вот смотрите, здесь еще раз нам говорят, проявление идет. Что-то, знаете, вы, наверное, столкнулись. Иногда вот человек так поведет себя, ты не ожидал, да, ты не ожидал. Удивляет прям. Тут что-то скрытое проявляется. Люди вот прямо проявляют себя. Но вот это же позитивный процесс. Это, знаете, как называется, во-первых, зеркалят друг друга явно. Во-вторых, есть возможность поизучать себя, поизучать других. То есть если поработать как психолог, да, по Верховной Жрице, если применить свой дар, то много чему можно научиться. На людей давит эта ситуация, естественно, это выплескивается, это не может не влиять. Ну и кроме того, да, мы тут видим, что тут и кармические затыки есть, потому что семья – это уже изначально кармический узел, естественно, и прообраз глобальной кармы. Такой вот вопрос у вас был. Правильно ли это уходить от конфликта и не общаться с вот такими экстремально и радикально настроенными людьми? То есть правильно вот не лезть на рожон, да, вот как бы уходить, не реагировать. 13-й аркан смерть, дар дары и восьмерочка вина. Ну да. Уж точно не вариант подливать масло в огонь. Вы пожалеете об этом.
Мир нуждается в утешении, мир нуждается в успокоении, в служении, в стабильности, в поддержке какой-то, но никак не в конфликте, и поэтому будьте мудрее, да. Тут вот показано прямо, стоит закрыть рот на замок. Как бы вот да. Да, уходить от конфликтов. Это правильно, друзья. Ну, вы же зрелые, да? Вы же понимаете, что это не по жертве, правильно? Это по мудрости. Просто если вас это где-то угнетает, дергает, и вы в чем-то, ну, накапливаете постепенно, да, свое внутреннее несогласие и боитесь, что в конце концов это прорвется, вот тут уже есть над чем подумать. Берите медитации, преобразующие эмоции в ресурс. Я их делаю каждый день. Берите медитацию по первой чакре, по второй чакре. Есть свободном, есть закрытые. В закрытом доступе очень мощные медитации, которые я не могу выложить вам. Но кто пишет мне, кто просит, я делаю запрос, если можно, я даю. Поэтому обращайтесь. И делайте, практикуйте. Так, ну вот такой вопрос. Как не повлекаясь, помочь наладить взаимоотношения? И нужно ли вообще помогать? Да, вот как-то мирить, да, улаживать. Да. Но смотрите, вообще очень все просто. Называется "Истина в тебе". Просто смотри, что ты несешь в этот мир. В момент вот этой ситуации, как раз вот выпала карта стресс, да, когда ты остаешься в девятке чаш, в мире, в гармонии, когда ты вот внутри себя имеешь свет, ты будешь, вознагражден, в ответ. То есть здесь, безусловно, работать нужно. Уклоняться не нужно. Здесь райда — это про лидерство, это про то, чтобы брать ответственность за все, что происходит вокруг, на себя. И думать о том, что если кто-то вокруг тебя находится вот в таком состоянии, да, помогать ты должен, нужно. Примером своим, примером. Ну, будьте мудры, будьте мудры. Иногда достаточно просто вот погладить по голове, прижать, а иногда нужно долгие беседы проводить, а иногда надо просто выйти с человеком, пройтись, погулять, а иногда можно, сидя, просто рядом посидеть, помолчать или предложить кофе попить и поговорить на отвлеченные темы. Друзья, будьте щедры, щедры к тем, кто рядом с вами. Конечно, не уклоняйтесь, помогайте. Это наша работа. Мы сюда за этим и пришли. Райда — это наш путь. Мы же путники. Это наша работа. Как найти умиротворение в сложившейся ситуации, не разрушать себя? Здесь пишут некоторые, что тело страдает, через эмоции психосоматика, уже пошли какие-то симптомы, болезни начали поднимать голову. А как найти умиротворение? Рыцарь жезлов. Вот больше всего мне здесь идет, хочу я мудрость земли взять. Я бы сделала, знаете, сублимацию в творчество.
Я бы чем-то занялась, реально. Добрым, красивым чем-то. Что-то для людей бы делала. Тут, безусловно, надо гореть, пылать какой-то мыслью, идеей, понимаете? Что-то делать для людей. Вот кто что, но надо сублимировать эту энергию и воплощать, отдавать, переносить во что-то. Но во что-то, знаете, не просто выплеснуть, да, а вот хочется здесь сказать какое-то что-то доброе, хорошее. Мгм. Исцеление сердечных ран. Для души, для умягчения сердец. Вот прямо, да, звучит вот этот бальзам на сердце. Вот что вам очень нравится? И вы знаете, надо смотреть, во-первых, надо глубоко понимать причину, что с вами происходит, вот идти как бы в это, да, разбираться на самом деле, высвечивать причину. Тут вообще терапия, конечно, кому-то, ну, мы все на разных стадиях, понимаете, проработки находимся. Потому что вот кто-то, например, помогая другим, будет исцелять себя. Опять же, вот вариант хороший. То есть, когда вы пытаетесь кому-то помочь, вы как бы от своей боли, да, уже далеки. Ну, вы же знаете этот эффект. Акцент, мне кажется, надо перенести с себя на что-то вот, конечно, покопать надо, что тут за травма. Выгрузить ее, это обязательно. Но акцент исцеляющий в том, что вы уходите как бы вам надо отвлечься от этого, отвлекаться нужно, перенаправлять энергию. Видите, практическое применение. Я здесь прям чувствую, какое-то занятие себе найдите. Но не просто, да, вот, роем яму и закапываем, да. Нет. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Общение. Ну, вот опять-таки, что такое общение? Общение — это процесс взаимодействия, энергообмена с окружающими. В любом случае ваше общение и ваше практическое применение — это ваше исцеление, это ваше. То есть не замыкаемся, да, на себе, не тешим свое эго, а максимально создаем, во-первых, свой день проживаем максимально гармонично и не стыдимся помогать другим людям и, наоборот, просить помощь. Нам показывают, что взаимодействуйте практически, объединяйтесь. А успокоение придет. И здесь вот нужно сублимировать эту энергию. Конечно, ее нужно во что-то направлять. Здесь есть просто излишнее количество огня, которое мы должны умягчить женской энергетикой, творческой основой. Вообще, когда мы работаем с волевым энергоцентром огненным, да, во вратах 0303, и сейчас вот 17 числа будем, да, нам все время говорят: огня слишком много, от этого вы страдаете. Слишком много сейчас огня. Поэтому добавляем женских энергий, радости, творчества, позитива. Будьте на женских энергиях. Вот почему, видимо, нас готовили, пробуждали в нас женский аспект, потому что вот сейчас как он нам нужен? Это наше спасение. Вот сам вопрос: как расслабиться? Да, то есть как быть женщиной, как быть на женских энергиях. Работа по первым центрам. Первый энергоцентр, второй, девочки мои дорогие, и мальчики. А, С какими устаревшими установками пора расстаться?
Ну, тут конфликтность ужасная. Двойка жезлов. Страх перед недостатками. Колесничий. Ну, травмированная, смотрите, личность, которая пытается что-то доказать из нересурсного состояния, пытается что-то доказать. Какой-то, знаете, синдром Наполеона. Что-то тут выпендрёшь, вот я должен что-то совершить. Вот такой, знаете, потенциал у человека есть, но в то же время очень травмированная личность, и при этом пытается делать вот из себя что-то, тужиться, да. Нет, друзья, быть, а не казаться. Здесь весь конфликт — это от большой уязвимости. Если кому-то хочется и что-то подоказывать, то посмотрите, где у вас еще болит. Если где-то есть выход еще на эмоцию, да, где-то что-то дергает, ну просто обратите внимание, а почему меня это дергает? Ну вы же умные. Вы что-то прячете в этот момент, вы не хотите показать свою слабость, правильно? И вот под броней вот этого колесничего скрываете свою тонкую ранимую натуру, проявляя себя жестко, да, проявляя на самом деле, ну, вот эту вот внутреннюю мягкотелость. Ну, это вот как маленькая собачка, которая очень громко лает. Поэтому свою ранимость, свой нераскрытый творческий потенциал, вот, поднимаем самооценочку, отпускаем, прощаем. Прощаем себя, в конце концов, за это. Ну, был грешок такой. Все, простите и отпустите. Тут реально надо просить прощения у самого себя за то, что не принимаю себя таким, какой я есть. Это очень мешает раскрыть свой потенциал и быть победителем в этой жизни. Быть, а не казаться. Да? Вот быть победителем, самым настоящим. Колесничий — это очень мощная энергия. Это энергия лидера, более чем уверенного в себе человека. И самое главное его кредо — это эмоциональное равновесие. Это человек срединного пути, но на огромных скоростях. И с менталом у него все в порядке. То есть колесничий — это очень мощная энергия. Поэтому, когда колесничий в прямом положении, никаких проблем нет. Когда он перевернутый, посмотрите, вот колесничий я распаковывала, у меня много видео по колесничему, его карма, его недостатки, его ресурсные состояния, и вы увидите, какие установки мешают вам расстаться с вашим прошлым. Просто просмотрите по колесничему распаковку в плейлисте значение арканов Таро. И последний такой интересный у нас вопрос: всегда ли стоит полагаться на высшие силы и быть в доверии? Я решила, что раз наши путники задают вопрос такой, значит, он имеет под собой какое-то основание. Ну, кто-то скажет, ну, конечно, всегда нужно быть в доверии, но, наверное, в этом вопросе есть какая-то глубинная суть. Посмотрим, что пойдет. Девятка пентаклей, дар исцеления, завершенность, Турисас и Ингус. Значит, смотрите, что нам говорят. Нам говорят, что умение сомневаться и вообще включать мозги, да,
Это нормальное здравое состояние. Э, Но это не есть недоверие высшим силам. Здесь нам как бы говорят: мы же с вами общаемся через ваши мысли. Поэтому все, что звучит в вашей голове, это все мы. И ваше исцеление в том, чтобы принять, что мы общаемся с вами посредством телепатии. Все идеи, которые к вам приходят, это идеи, которые подбрасываем мы вам. А искажение происходит от того, что неисцеленные некоторые ваши энергоцентры, они вносят искажения. То есть распаковать информацию мы, бывает, ее распаковываем с искажениями. Но сама информация приходит всегда верная. Если вы в ресурсном, спокойном состоянии, если вы положитесь на внутреннее знание, вы всегда правильно ее считаете. Поэтому доверие высшим силам и доверие себе, скажем, тому, что у тебя в голове, это одно и то же. Имеется в виду, что не отделяй себя от высших сил. То есть все, что у тебя внутри, да, все идеи, которые к тебе приходят, это все приходит от нас, от высших сил. Вот. Исцели свои декодеры, исцели свои какие-то вот эти приемнички, чакрочки, да, свои исцели. Вот. Войди в ресурсное состояние и правильно распакуй эту информацию. Поверь, поверь самому себе, вот я бы так сказала. И ты как бы здесь про то, что не отделяй. Ну, про здравомыслие одновременно, да, про аналитику и про то, чтобы уметь декодировать эту информацию грамотно, которая поступает. Может быть, я ответила на этот вопрос. Может быть, здесь вот в этом затык. Как будто бы здесь есть ощущение, что человек отделяет себя от высших сил. То есть я, а есть высшие силы. А высшие силы говорят, что так мы же и есть ты. Тогда вопрос, можно ли всегда доверять себе? Ну, это уже очень это уже звучало бы тогда так немножко странно, да, и неразумно. Но я надеюсь, что я ответила. И послание высших сил: веди, а не следуй. Новый путь, будь лидером. Сегодня высшие силы вдохновляют нас, видите, быть сильными. И я зачитаю. Если ждать, пока другие протопчут тропу, то проложить свой собственный путь не получится. Не позволяйте такой мелочи, как отсутствие первопроходца, стать причиной, по которой вы не сделаете шаг вперед и не поведете за собой остальных. Пусть это станет причиной, по которой именно вы станете лидером. Самые бесстрашные лидеры, в которых мы нуждаемся, это те, кто не ждут разрешения или подходящего момента. Они делают глубокий вдох и идут навстречу предназначению, даже если не до конца понимают, в чем оно заключается. Они не ждут, пока кто-то другой поведет их. Они сами становятся теми, кто ведет других. Это карта для настоящих лидеров. Вам предстоит проложить путь, по которому пройдут остальные. Если ваши слова не воспринимают всерьез в публичном пространстве, вступитесь открыто за тех, кто так же, как и вы, остается в тени, кому также не уделяют должного внимания. Если никто не поднимает вопросы, которые вас волнуют, поделитесь со всем миром своими мыслями. На Земле нет никого, кто обладает таким же набором навыков, знаний и опыта, как вы. Проложите свой собственный путь. Сделайте это ради всех, кто придет после вас, ради других лидеров. Ведите, а не следуйте. Послание карты. Как мне перестать следовать за другими,
каким образом я могу вести за собой людей, как я могу стать лидером. А здесь я хочу подытожить несколькими словами. Во-первых, все пути открыты в момент вот этого хаоса, в котором мы живем, и это хорошая новость. У нас идет проверка на то, чтобы брать ответственность на себя, за себя и своим примером показывать другим. Поэтому я думаю, что мы справимся, друзья. Да, и еще здесь много марсианской вот этой энергии нам показали, много огня очень, да. И я вам сказала, что наметьте себе цель и вложите, сделайте что-то для людей. Вот это вот про то, что вы можете вот эту энергию сублимировать огненную, которой сейчас много и которая раскачивает нашу психику, да, и вложиться в дело, во что-то очень нужное, важное и повести за собой людей, да, увлечь. Надеюсь, я хоть немного увлекла вас своим рассказом. И, в общем-то, на моем примере вы можете наблюдать, как можно сублимировать энергию, переводить ее во что-то доброе и вечное. Надеюсь, это так и есть. Благодарю вас, мои дорогие родственные души, за поддержку. Без вас никогда не происходило бы таких замечательных и интересных эфиров. Пишите ваши новые вопросы под этим видео по данной теме, если вы хотите ее продолжить. Я обязательно их обобщу, и в следующий раз мы углубимся в этом направлении. Ну что ж, с надеждой на будущее, с миром в душе, с любовью к вам. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.